Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будете ли вы счастливы? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы по жизни человек, которого, знаете, вот нельзя назвать, что вы уж слишком такой мягкий, да? Бывают моменты, когда вы можете показать зубки, коготки, но тем не менее, знаете, вот по жизни как-то, вот несмотря на вашу доброту, несмотря на вашу слабинку, бывают моменты, которые заставляют окружающих, ну, встрепенуться, так скажем. Это может быть какой-то грозный взгляд, это может быть даже какое-то слово либо фраза, которую вы произнесете в определенной ситуации, которая любого обидчика может поставить на место. Вот еще раз говорю, при всей вашей доброте. Вот довольно часто, кто смотрит мои расклады, вот выпадаете вы, да, вот именно кубковым королем, вы выпадаете императором, то есть это довольно неплохие карты. Это говорит о том, что вы человек, который, несмотря на свою такую вот какую-то периодами мягкотелость, да, на свою доброту, но тем не менее, вот именно мужской такой стержень, мужская сила в вас присутствует. Вы хороший хозяин, да, вот вы умеете либо же сами вот, да, вот все даже по дому, все там, либо же смастерить что-то, да, вот даже дизайнерские наклонности могут быть. У вас все подобрано со вкусом дома. Даже если вот какие-то моменты вы, допустим, не умеете там что-то чинить, да, потому что далеко не каждый мужчина умеет это делать, вы все равно очень легко и просто решаете все проблемы. Причем вы решаете это, ну, грубо говоря, одним звонком, да. У вас все схвачено, у вас много знакомых, у вас это могут быть даже друзья-приятели, которые в любой момент спешат к вам на помощь, да, вот как раньше Чип и Дейл были мультики, да, вот Чип и Дейл спешат на помощь. Точно так у вас есть друзья, которые всегда вам помогут даже решить какие-то ситуации, в которых вы теряетесь, в которых вы, ну, сами себе не очень-то поможете, да, так скажем. Может быть, у вас нету какого-то мастера по знакомству, да, либо еще там какого-то человека, чтобы решил ваши дела. Ну, то есть всегда у вас в окружении есть люди, которые... Причем они с радостью придут вам на помощь. Вот вы так строите свои взаимоотношения с окружающими, что люди, в принципе, к вам тянутся. Но опять же, в вашем окружении есть люди, которые, ну, так скажем, они то ли завидуют вам, да, то ли это какая-то, ну, людская такая зловредность даже, которые, ну, люди, которые направляют вот именно негативную энергию, негативные мысли в ваш адрес. У каждого это будет проигрываться абсолютно своя ситуация, но, так скажем, злопыхателей в вашей жизни тоже есть. Это люди, которые могут какой-то период даже, знаете, притворяться хорошими. Но здесь больше связано с женщиной, я сейчас поняла. Это может быть связано с женщиной, которая принесла вам страдания, то есть это разрывы, разводы, да, вот, ну, то есть это из расклада в расклад у нас, в принципе, переходят, потому что аудитория похожая. Это женщина из вашего прошлого. Я не хочу сильно углубляться и бередить ваши раны, но смотрите, ребята, эта женщина, помимо того, что она входит в круг вот этих злопыхателей, так скажем, да, она не одна в вашей жизни, и завистница, она не одна. Но я просто хочу немножко предостеречь, вот если вы общаетесь кто-то с бывшей, да, вот есть такие моменты, когда вы общаетесь. Будьте осторожны, держите ухо востро, потому что женщина может реально притворяться, ну, такой овечкой, белой, пушистой, ну, это волк в овечьей шкуре, это не просто овечка. Здесь человек продуманный, здесь человек очень непорядочный и, ну, очень такой, знаете, ну, как же это назвать, ну, двуликий, что ли, вот это ваша женщина. Поэтому просто такое маленькое предостережение.
Женщины в вашей жизни сейчас как-то вот в стороне. Вот вы, я не могу сказать, что вы такой прям жена-ненавистник. Нет, вам хочется женщины. Но, тем не менее, как-то вот я склоняюсь к тому, что вы все-таки больше любуетесь женщинами так издалека, да? Это может быть, знаете, из-за вот этой вот ситуации, которая непростая произошла у вас в прошлом, да, после развода. Опять же, я не буду повторяться, у каждого будет это по-своему проигрываться. Но это женщины, которые, ну, не смогли покорить ваше сердце. Да, вы можете любоваться коллегой, соседкой, там, я не знаю, продавцом в магазине, там, парикмахершей, кем угодно вы можете любоваться, но пока ваше сердечко закрыто на замок. Вот именно я имею в виду от любви. Какие-то любовные романы, которые периодически вы там, некоторые, я знаю, что вы романите, да, вот я читаю ваши комментарии все. Но это немножко не то. И вы это прекрасно все знаете. Вы нацелены, снова у нас вот выпадает карта брака. Вы абсолютно не будете рассматривать женщин просто, ну, каких-то одноразовых. Но это не то пальто абсолютно. Это не ваш стиль. Вот вы нацелены по-крупному. Причем еще, знаете, в вашей жизни может проигрываться сейчас такая ситуация, когда вы в раздумьях. Давайте уточним. Смотрите, опять же, помним, что это общий расклад. Помимо того, что может еще проигрываться одиночество в вашей душе, да, я не могу сказать, что вы себя чувствуете сейчас очень счастливо. Ну, знаете, как бы хорошо ни было одному, когда мозги не компасируют, никто мозг не выносит. Но, тем не менее, бывают у вас такие порывы одиночества. Вот хреновенько так бывает иногда на душе, когда кошки скребут, когда не знаешь, ну, куда себя приткнуть, знаете, вот не знаешь, чем себя занять, просто вот как-то глупо, тоскливо. Понимаешь, как глупо все получилось в жизни, да? Как больно все получилось. Вот именно сейчас о прошлом я говорю. Вся жизнь пошла наперекосяк. Иногда вас такие мысли посещают. Но сейчас у вас, вот у некоторых может стоять дилемма, может даже по поводу поездки. Либо же вы решаете даже сменить место жительства. Это может быть перемена работы. Это может быть, ну, знаете, поехать на отдых, не поехать. Ну, то есть вот вы сейчас стоите перед каким-то выбором. Еще раз говорю, у каждого будет своя ситуация, потому что общий расклад. Но, тем не менее, смотрите, даже если кто-то из вас ищет сейчас работы, у вас будут разные варианты. Вы не будете зацикливаться на какой-то одной вакансии. Варианты у вас будут. Давайте посмотрим, что еще происходит, да, и будет происходить в вашей жизни. Давайте будем разбираться, будете ли вы счастливы, да. Да, вот вам хотелось бы, смотрите, вам очень хотелось бы встретить свою новую императрицу, но пока это на уровне мечтаний, да. Пока это ваши планы, это грезы какие-то, активных особо действий вот по поводу женщин вы абсолютно не предпринимаете. Да, тяжело, да, бывает одиноко именно без женщины, потому что вы такой человек, да, кубковый король, он априори, он не может быть один. Это очень чувственный человек, это человек, который всегда должен быть в паре, да, вот вы выпали изначально кубковым королем, вам как воздух нужна пара, потому что без пары вы чахнете. И да, на уровне грез, каких-то мечтаний вы хотите встретить, да, женщину. Но в каком-то смысле вы опустили лапки. Ну вот вы опустили лапки, просто, знаете, боитесь ошибиться, боитесь влюбиться. И еще может быть, что есть такой страх, что вы не сможете больше никого полюбить. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Здесь, смотрите, здесь вот как раз проигрывается та ситуация, когда, ну, я не могу сказать, что вы прям поставили крест на своей личной жизни, нет. Вы присматриваетесь, вы выбираете женщин, но, тем не менее, вот как-то есть такие вот пессимистические нотки, есть некое разочарование в женщинах, плюс осадочек из прошлого.
Плюс вы прекрасно видите, какие женщины вас окружают. Ну, большинство, да, мы не можем о каждой конкретно говорить, женщин миллионы, тысячи. Но вы, тем не менее, вы понимаете, что вот такие женщины, которые большинство вас окружают, вы таких женщин не влюбитесь. Но я сейчас говорю о тех, которые склонны к пьянкам-гулянкам, которые лживые, которые корыстные, которые, ну, как-то вот бесчеловечные, да? Которые не эмпатичные. Сейчас довольно такое модное слово, да, кто знает. Эмпатия– это умение сопереживать, сочувствовать, да, входить в положение другого человека. Сегодняшние женщины, большинство, еще раз говорю, да, мы про всех не можем сказать, но большинство людей, к сожалению, довольно такие эгоистичные, довольно продуманные, да. Каждый, по большому счету, ищет выгоду. Это касается не только отношений, это касается работы, это касается дружбы, да. Сейчас модно дружить по выгоде, да. Вот я буду, допустим, дружить с этим врачом, потому что, а вдруг там кто-то заболеет, да, из семьи, допустим, да, или сам заболеешь. Пригодится. Либо же с продавцом буду дружить. Ну, то есть вот такие вот моменты. То есть мир перевернулся, мир реально стал корыстным. Поэтому вот есть некий такой страх. Страх ошибиться, страх влюбиться и страх, что не получится полюбить по-настоящему, да. Это такой момент довольно глубокий. Это момент, который переживают, наверное, ну, довольно многие люди, которые разрушили свои семьи, которых предавали. Не просто разрушили, а которым, ну, грубо говоря, плюнули в душу. Вот их половинки плюнули в душу. Давайте-ка будем теперь разбираться все-таки. Даст ли вам Вселенная такой шанс на счастье, да, вот появится ли в вашей жизни женщина, которая, ну, по праву будет называться вашей любимой женщиной, либо же вашей женой, да, потому что сейчас есть некие такие вот упаднические настрои, есть, ну, такие больше пессимистические какие-то мысли, да, когда человека окружают женщины любого возраста, да, и они кто с сигаретой, кто с бутылкой, там вот эти все маты трехэтажные, да, ну, то есть это абсолютно не женственно, и вы это все видите, вы это понимаете, потому что вы человек, который, вот именно, еще раз повторюсь, да, вот вы рассчитываете именно встретить женщину, пусть это будет позже, да, вам бы хотелось, по крайней мере, встретить женщину, которую вы полюбите искренне, по-настоящему. Не просто какую-то лишь бы там, да, перекантоваться, перероманить, нет. Поэтому вам довольно тяжело сейчас, потому что видите окружающий мир, видите этих всех женщин вокруг, да, продуманных, лживых, когда, возможно, даже у ваших там друзей, знакомых есть такие вот друзья-приятели, которые тоже измены своих жен терпели, либо же вы знаете, да, что им жены изменяли. То есть у вас постоянные какие-то примеры перед глазами. Не только свой пример, вы прекрасно слышите, как другие живут, да, что это уже, ну, как бы нормально для многих женщин изменять, да, муж в командировку поехал, она побежала там, либо же в обеденный перерыв довольно модно сейчас, так сказать, да, вот левачок устраивать именно в обеденный перерыв. И вроде бы не подкопаешься, да, и вовремя домой пришел и налево сходил. Поэтому есть вот такие немного негативные мысли упаднические. Давайте будем все-таки разбираться. Да, вам вот хочется, очень хочется настоящую женщину встретить с большой буквы. Женщину с большой буквы, причем вы, знаете, вот некоторые могут до такой степени вот погрузиться в работу, что вы можете до такой степени упахиваться в работе, вот 24/7, может быть, даже кто-то работает, там в 2 смены, что вам даже как-то особой времени нет на отношения. Есть такой тоже момент, потому что вот вы ушли в работу с головой, потому что хочется как-то отвлечься. Вот хочется забыться, хочется отвлечься, да и не очень-то хочется приходить домой в пустой дом, либо в пустую квартиру. Такой момент тоже присутствует. Смотрите, да, вот вы четко, вы сейчас вот как-то
Я бы сказала, даже если бы какая-то женщина начала очень активно проявлять к вам свою симпатию, атаковать, бегать за вами, да, вот, ну, охмурить, которая даже для семьи, вот она бы вам предлагала, давай там поживем, давай повстречаемся, ну, как бы намеки про семью, то вы бы ее культурно отшили. Вот на сегодняшний день я не могу сказать, что вы на 100% готовы именно к серьезным отношениям. У кого-то это личная драма, которая сейчас еще не зажила. У кого-то тот осадок, который я только что описывала, да. Может быть, и время уже прошло, но осадочек-то остался. Вот эти все сомнения, опасения-то остались, да. Поэтому, если бы даже кто-то начал из женщин вас атаковать, вы бы так, знаете, настороженно очень относились, вы бы культурно так держали ее на расстоянии. Плюс я бы сказала, что вы не любите таких женщин, которые вот в наглую лезут, которые в наглую будут знакомиться, атаковать, да. Вам даже, может быть, нравится, что когда вы сами вот завоевываете женщину. Но это и в конце концов ваша природа мужская, да, вот охотиться, да, вот женщина как зайчик, она убегает, а мужчина охотник. Вот. А когда зайчик охотится на охотника, ну как-то это уже не по-людски, это уже не по природе, да. Я вот всегда говорю, что, ну, в принципе, это я женщинам говорю, да, такой маленький секрет. От мужчины нужно немножко убегать всегда, да, вот как-то так. Но опять же, я не буду проводить мастер-классы, потому что все-таки мужчины смотрят, и будет уже неинтересно, если вы будете все женские хитромудрости знать. Ну, то есть мужчину нужно всегда держать в тонусе, и тогда мужчине захочется вот постоянно охотиться на этого зайчика в виде женщины, да, захочется покорять, завоевывать. Это я сейчас обращаюсь к женщинам. Ведите себя так, чтобы мужчину постоянно стимулировать, да. Я не говорю какие-то гадости делать, нет. Но здесь такая вот именно женская мудрость важна. Нужна женская мудрость, которая позволит мужчине постоянно быть в тонусе, постоянно желать вас завоевывать, да, дарить цветы, там, куда-то водить, там. Если вы хотите, чтобы что-то мужчина для вас делал, нужен такой очень-очень личный такой подход. Но этот подход, он работает на всех мужчин. Мужчины пока закрыли ушки и не слушаем, да? Поздно я сказала, нужно было сначала это сказать. Ну, все-таки, ладно. Итак, смотрим. Будет ли у вас женщина, да, вот какой-то период, и сейчас вы, ну, не очень так настроены. Не очень настроены. Смотрим, что происходит дальше. Что же будет в личной жизни? Вот опасения, страхи, страхи. У вас, понимаете, с одной стороны страх одиночества, с другой стороны страх вляпаться. Плюс еще комплексы добавляются. Причем здесь могут у некоторых быть такие энергии, что вы себя так можете накручивать вот этими страхами, сомнениями, опасениями по поводу женщин, что реально вы себе, ну, крышу снесете, если будет так дальше продолжаться. У вас, смотрите, у вас женщины идут какой-то период, у каждого это будет свой период, чисто как друзья-приятели. Это какие-то такие, знаете, моменты, когда с женщинами вот реально страшно сблизиться. Страх того, что ничего не получится, тебя отвергнут, да, вот женской какой-то холодности. Но все-таки любовь у нас появляется. Я сейчас специально раскладываю довольно такой большой расклад. И я все больше понимаю, что вот этот период может затянуться. Если вы сами не прекратите, сами себе, ребят, если вы не будете выносить себе мозг, накручивать себя, этот период такой, ну, печали, одиночества, он может затянуться. У вас 2 карты любви вот выпало, посмотрите. У вас 2 карты выпало, но единственное, если вы возьмете себя в руки. Я понимаю, что это сложно, да, говорить легко, воплотить сложно. И страх обмана, что только у вас нет, смотрите. То есть, коротко подводим, да, резюмируем. Смотрите, если вы не прекратите, ну, вот эти вот свои сомнения, опасения, да, если вы не будете пытаться хотя бы по чуть-чуть сближаться с женщинами, хотя бы
Пробуйте, да, вот понравилась женщина, ну попытайтесь начать отношения. А вдруг получится, а вдруг действительно вот из симпатии это перейдет в любовь, в чувство. Пробуйте, по крайней мере, пусть это будет, ну, маленький роман, ну, назовите как угодно, отношения. Я не говорю, что это на один раз, на одну ночь, а именно попытайтесь сближаться. Я сейчас говорю тем особо, кому очень плохо. Для тех, кто, ну, реально в таких упаднических настроениях, пытайтесь по чуть-чуть, шаг за шагом. В дальнейшем, если вы не будете себя накручивать, для этого, конечно, нужно время, время тоже по-своему лечит. В вашей жизни появится женщина, причем, смотрите, вы кубковый король, она кубковая королева. Вы будете судьбоносный такой тандем, вы будете такая сладкая парочка Твикс. У вас будет много чего общего и по характеру, и по вообще по каким-то вот мировосприятию, по ощущениям. Вы будете настолько подходить друг к другу, что иногда вот будете, да, вот смотреть на нее и думать, елки-палки, да это клон мой, да, вот настолько вот вы похожи. Это та ситуация, когда вот человеку бывает, знаете, вот хочется что-то сказать, какую-то фразу, а твой партнер тебя опередил и уже сказал. Либо же вы начинаете что-то говорить, а он продолжает, да, либо она. То есть у вас падает и любовь, и отношения, но еще раз говорю, это будет не сразу, это будет какой-то период, потому что вам нужно разобраться в себе. Однозначно, у каждого, конечно, это будет своя история, своя печалька, да, своя беда, потому что развод – это реально беда для любящего человека. Но нужно брать себя в руки. Вы, в конце концов, императоры, да? Император не может быть слабым. Поэтому начинаем потихонечку вступать в отношения. Начинаем, кто-то знакомиться начнет, кто-то начнет хотя бы такие, ну, маленькие шажочки, да, вот переступайте через себя. Маленький лайфхак. Как избавиться от какого-то страха, да? Может быть, страх перед женщинами, страх перед отношениями. Это вам скажет любой психолог. Если вы чего-то боитесь, потихоньку, по чуть-чуть вы делаете то, чего вы боитесь. Вот вы боитесь вступить в отношения, начинаете знакомиться. Сначала безобидное знакомство, потом больше сближаетесь, да, вот все ближе, ближе, вступаете в отношения, ну, то есть вы понимаете, шаг за шагом, не так, что там пошел, снял девочку, быстренько завалил, и все свободно, она меня не вставила, как говорят, да, она меня не втыкает, пошел я грустить дальше. Нет, именно по чуть-чуть, ребят, и у вас все получится, у вас падает любовь, у вас 2 карты, даже любовные выпад. Именно отношения, не просто какие-то хухры-мухры. Поэтому, смотрите, причем женщина, с которой у вас будет такой, ну реально тандем. Тандем, когда люди на одной волне, когда как раз это та ситуация, когда тебе хочется идти домой. Потому что кубковая дама, она и заботливая, она сама такая уютная. Это женщина, от которой исходит доброта, тепло и уют. К такой женщине хочется идти, даже бежать к такой женщине хочется. К ней хочется возвращаться. С такой женщиной не хочется расставаться. С ними обычно можно болтать ночи напролет. Такая женщина, но она создана просто быть женой и матерью. Поэтому отбрасываем свои вот эти негативные карты, ну, негативные мысли, да, потому что очень много негативных карт у нас сегодня выпало. Я понимаю, что это общий расклад, но вы каждый берите из себя что-то, что подходит вам, да, либо же на личные расклады добро пожаловать. Смотрите, вы, еще раз говорю, я 10 раз уже сегодня повторила, берете себя в руки, понимаете, что жизнь продолжается, да, вы себя ломаете, просто ломаете и начинаете потихонечку вступать в новые отношения. Особенно те, кто уже, ну так, более-менее давно разошелся. Потому что у кого недавний развод, конечно же, вы так быстро не вступите в отношения. Даже вот вам, кто, ну, может быть, там несколько месяцев назад разошелся, да, когда вы чувствуете, что ну реально, ну хреново, вообще никто не нужен. Конечно же, тогда я не призываю вас вступать в отношения. Если у вас прошел более длительный период, вы понимаете, что
Ну да, ну грустно, ну печально, но я могу попробовать, да. Просто мысли там одолевают, просто как-то печалька такая, депрессничок такой легкий, да. Но не те, кто недавно. Те, кто недавно разошлись, я всегда наоборот говорю, выждите период, выждите, чтобы улеглись страсти, чтобы вы забыли бывшую, тогда с новыми силами будете держать. Вот такие пироги. Так что, ребятушки, я думаю, я все-таки в вас верю. Знаете, вот я верю в вас, потому что я вот читаю ваши комментарии, я уже знаю все ваши истории, уже как будто, знаете, вы мне уже все стали родными, я уже всех вас по-своему люблю. Спасибо за ваши теплые слова, конечно. Мне очень приятно, когда вы комплименты пишете, да, там то голос нравится, кто-то ногтями любуется. Ну, я, конечно, меня это улыбнуло. Ну, мужчины есть мужчины, без этого никуда. Спасибо за ваши все сердечки. Я как-то даже зашла к некоторым тарологам, посмотрела, думаю, интересно, у них тоже столько смайликов и сердечек? Думаю, да нет, это у меня больше. Значит, я больше понравилась, мне приятно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!